рукавицы тебе. Ага. Ты их расстегни. И вот у тебя там за это спрятано. Они всегда будут теплые. Ага, хорошо, сейчас положу. Комбинезон туда спрячешь. Я так обычно делаю, когда на морозе работаем. А сумку эту брать? Сумку? Да, возьми там ДЦМ. Ага. Папа, вообще-то 15 градусов. Ну, хорошо, потеплело. Макс не всегда был деревенским жителем. Он вырос в столице Байкало-Амурской магистрали, в городе Тенде. Но когда ему исполнилось 25 лет, собрал рюкзак и оставил привычную и комфортную среду обитания. Просто взял и переехал в деревню за 2 с лишним тысячи километров. Первое время ютился где придется, у знакомых, у друзей, которые начали постепенно появляться, снимал жилье. Со временем обосновался в деревне, стал тут своим. Завел семью, построил дом и сейчас живет простой, но правильной жизнью, честным крестьянским трудом, в гармонии с собой и природой. Словом, живет той жизнью, о которой многие из нас так мечтают на своих шумных городских улицах, в своих скучных городских офисах. Сейчас поедем за дровами. Макс коня запрягает. А на этот раз мы поедем на Гекторе. Раньше мы ездили на Джексоне. Что ты задницу выявляешь? Назад. Все. Ну, у тебя же, я знаю, бабушка с дедушкой жили в деревне, и ты у них гостил, и ты частично был знаком с деревенской жизнью. Ну, знаком с деревенской жизнью, это, наверное, громко сказано. Я был знаком с ее стороной как дачник, как внук, приезжающий к дорогим своим бабушке, дедушке, пользующийся их гостеприимством только с этой стороны. А о том, чтобы как дети деревенские, которые выросли в деревне, с той областью, что хозяйство, скотина, огороды, нет, это мне было вообще неизвестно. Зараза. Куснул, да? А ты вчера на нем выезжал только на рыбалку, да? Да. А в лес не ездили с отцом? Не, папа не нашел. А что за рыба сейчас на реке водится, Святик? Карашка, окунь, щука. Он вчера поймал хорошую. А щуку поймал вчера? Да, вчера немножко. А как ты удочкой, да, зимней ловишь? Да. А щуку тоже удочкой? Да, щуку там с жерлица. А, на жерлице? Мы поедем с Максом с дровами на санях. И вот на них нужно стоя стоять. Вот облокачиваться на спинку, поэтому такая спинка высокая. И вот так вот встаем, разворачиваемся
ты едешь. Хоп. Все, мы на санях. Добрый день. Обожаю на коне ехать. Это вообще прям такое ощущение. Кто-то на Лексусе ездит так гордо, а я на коне по деревне гордо могу ездить. Ты вот в каком году, получается, приехал сюда, в деревню из города? Курагинский район приехал в 98-м. В мае 98-го. Даже дату запомнил, 6 число. Ни один из моих близких знакомых, друзей, товарищей никто не осудил, но при этом у них была масса непонимания огромная. Как так? Вроде бы как молодой, успешный человек вдруг неожиданно бросает все. Работу, друзей, семью. И ни с того ни с сего едет куда-то на край света. На момент отъезда я работал в городском центре туризма инструктором по туризму. Одной из единственных причин, по которой мне не хотелось оттуда уезжать, это вот то, что я оставлю свою работу. Была перспектива учебы. То есть, я мог бесплатно выучиться в любом педагогическом институте по направлению от этого детско-юношеского центра туризма. Ну вот, выбрал другую жизнь. Ты приехал в деревню, и что было самое трудное поначалу? Вот к чему было труднее всего привыкать в деревне? Может быть, там печку топить, или вот удобство, то, что там на улице, или еще какие-то. Вот самое трудное было — это питание. Это было питание, которое стало просто... Питание стало испытанием. То есть ты полностью отказался от мяса и перешел на вегетарианское питание. Ты вот это имеешь в виду, да? Да, да. Я от мяса, от молочного, от рыбы, ну, от морепродуктов. Но ты ведь и курить бросил, переехав в деревню тоже. Да. Тяжело было бросить курить?
Сначала нет. Сначала произошло легко. На волне такой смены жизни, с эйфории вот этого переезда. Все это прошло легко. Ну, потом все-таки жизнь подводила к этому. Когда И он было пару раз, я не выдерживал. срывался. Да. При этом была стойкая уверенность, что я это все равно от этого откажусь, брошу. То есть, получается, в принципе, самое тяжелое в деревне было избавиться от прошлых городских привычек, да. Все остальное я принял легко. И туалет на улице, и дрова по утрам, по вечерам, и топку печи, и копание огорода. Дерево ветром повалило. Макс, а вот этой вот лисины, насколько ее хватит, если печку топить? Что? Ну вот этой вот лисины, то, что ты распилил, Это? насколько ее? Скажу, что это наихудшие дрова, какие могут быть. А, Сосна, это елка. Во-первых, она неплотная древесина, а, быстро сгорает. Во-вторых, жару мало дает. И в-третьих, колоть ее это целая пытка. а. Очень много сучков, сучки глубокие через весь ствол. Это уже в крайнем случае просто ничего другого нет сухого. Ага. Поэтому приходится брать. Ну а насколько ее хватит? На неделю? Да, На неделю хватит, да? неделя, ну дней 10, если будут теплые дни, не морозные. Минус 10, минус 20, да, вот так? Ну, минус 15, Ага. средняя такая. То дней на 10 должно хватить. Я жил в городе, и хоть громко сказано, жил в городе, но через речку у нас был лес, в котором мы пропадали почти все свободное время. Частые посещения тайги, они так сказались. Мы много времени проводили на зимовье, много времени в походах каких-то, в вылазках по лесу. Поэтому мне было легко. Ну, еще, наверное, сказалось то, что все-таки ты детство прошло на севере, поэтому Сибирь, где климат гораздо более мягкий, тоже не так тяжело воспринималось. Для меня тут был курорт. После 50 градусов попасть в минус 30 – это курорт. Я тут ходил грудь нараспашку.
Вот сошел я с тропы и проваливаюсь. Сейчас покажу на камере. Ну вот, ухожу почти по колено в снег. Ну вот, наступаю. О, вот так вот в стоянах снег выпадает. В этом году еще мало. Вот. Сибирские разносолы. Калинка. Тут уже птицы ее начали дерманить. В прошлый раз приезжал, еще свеженькая стояла. Ну. Стоять, стоять, стоять. А вот помнишь, с чего ты начал в деревне вот первую свою работу, когда приехал? Первая работа. Стал ремонтировать обувь. Как ни странно. Я еще до отъезда сюда пробовал этим заниматься. А здесь я понял, что оно может не только себя обувать, но и зарабатывать этим. Сейчас у меня много освоенных каких-то. А какие специальности ты вот в деревне освоил? Рубщиком стал. Сапожником стал. Ну вот ювелиркой. Ювелирная тоже ювелирное мастерство немного соприкоснулся. Ну, еще масса каких-то сопутствующих профессий, без которых в деревне, конечно же, прожить навыков, прожить очень сложно. И с конями управляться приходилось, и огородную науку постигать. И печное ремесло. Да, и печки сам в конце концов стал ложить. И вот электрику дома провести. Ну, я говорю, это такие сопутствующие умения, навыки, без которых в деревне прожить сложно. То есть деревенский мужик это универсал широкого профиля. То есть он может много чего сделать. Построить дом, рассчитать его, конструкцию какую-то. То есть, начиная от проекта, да, и кончая завершением кончая работы. строительством, да, отделкой. То есть, но это, говорю, это только о строительстве, а при этом же всего масса. То есть нужно дрова готовить. Дрова готовить, это, соответственно, нужно уметь валить лес, выезжать. То есть либо на коне, либо на технике на какой-то. Если ты на технике, то даже не умеющий ездить, он вынужден будет освоить либо трактор, либо машину. У нас живет парень, был компьютерщиком, сейчас у него своя пилорама, он поливает на тракторе ДТ-75, вовсю тут таскает лес. Все, освоил. Хотя когда-то был не в зуб ногой и к технике, и технику видел только из окна своего офиса. А трудно осваивать вот эти вот незнакомые ранее специальности? Осваивать? Нет. Страшно начинать. Главное, чтобы было желание, да, это освоить, получается. Или... Чаще всего даже не желание освоить, а жизненная необходимость. Потому что понимаешь, если ты вот этого
не поймешь, этому не научишься, значит будет страдать твоя семья. То есть, а страдать в каком плане? Значит, тебе придется нанимать человека, который будет выполнять эту работу, которую, в принципе, если чуть напрячься, в состоянии любой мужчина сделать. Я так в свое время шарахался от любой работы, связанной с кирпичом. Но когда я узнал, сколько стоит работа печника, чтобы сложить печку, я решил, я это сделаю сам. Ну вот смотри, получается, ты освоил много разных специальностей, а вот все-таки 3 направления у тебя являются базовыми. Это рубка, это ювелирка и вот сапожное ремесло. Вот чему больше душа лежит? Ну, здесь не выберешь. Каждое из этих ремесел, оно в свое время меня привлекает. Мне очень нравится строительство. Ювелирное ремесло — это больше для души, но только сидеть за столом ювелира я тоже бы не хотел. Утомительно. Сапожка это такая труд философов. Много сидишь, много думаешь, мало говоришь. В отличие от редких моментов, когда тут операторы бегают с камерами. Ну, эти работы, они ведь еще очень сильно зависят от сезона. Допустим, вот зимой рубка, она чуть ли не сходит на нет, получается, потому что морозы и заказов нет особых. Поэтому вот зимой ты уже переходишь на какие-то другие виды работы. Вот та же сапожка, или там есть возможность посидеть долгими зимними вечерами над ювелиркой. Так ведь получается. И так, да. Ну, год на год не приходится. Ну, иногда вы и зимой рубили, да? Вот Да. было такое. Прошлая зима была очень плотная, связана с тем, что мы работали на рубке дома в Саяногорске. Все уместили. Ну вот, гляди-ка. Вазок мы набрали.
Лео, Лео, иди ко мне. Лео, Лео, иди ко мне. Иди ко мне, собака. Он грыз Райспера. Иди, собака. Собака, Зачем Лео. кому-то? Собака моя. Он сейчас вас съест. Не, он добрый. Тррр, тррр, тррр. Ну-ка, встань, держи. А сказал никуда не пойти. Лео, Лео, ты хочешь с Гектором поиграть, да? Ты хочешь играть с Гектором? Лео! Лео, а зачем ты лаешь на коня? А, Лео? Ну, а вообще вот деревня Тюхтята, она ведь фактически, наверное, на 80% состоит из людей, которые переехали из города в деревню. И вот люди чем занимаются в деревне? Ну, Тоже в основном вот рубчики выезжают куда-то. Или есть тут по месту работа? каждый находит свою нишу от своих способностей, физических возможностей, либо от каких-то условий от него независящих, ну, здоровье там, например, или семья большая. Поэтому мужчины молодые, крепкие, они зачастую реализуются именно в рубке. Это возможность заработать, чтобы Хорошо заработать, да, получается? заработать на строительство. В деревне это гораздо сложнее. В деревне уже можно оставаться в том случае, когда есть крыша над головой, когда есть условия для проживания своей семьи, тогда можно какую-то работу в деревне найти. А для того, чтобы построиться, лучше, чаще всего у нас ребята, в первую очередь молодые, у которых семьи только становятся, они выезжают на рубку. Это особенности нашего, и не только деревни Тюхтят, а особенности, наверное, всей российской деревни. Потому что в силу того, что приходится ездить часто, выезжать, встречаемся с разными людьми, с разных мест, и они, те, кто живут в деревне, большинство мужчин выезжают на работы вахтовым методом. Либо на север, либо на юг, там, где есть работа, где платят деньги. С возрастом все больше желания проводить время с семьей, с детьми, в том пространстве, в которое ты находишься. Потому что его дом без хозяина, без мужика, он быстро хереет. Да, даже если ты уехал, приходится уезжать на месяц, на два, потом приезжаешь на месяц, все равно за это время ничего не успеваешь сделать. И то пространство, где ты живешь, твоя территория, в каком-то странном виде пребывает. Состояние вечной стройки. Все, поехали. На. Но. Привет. Лео, Лео, Лео. Распрыгли Гектора, он ушел на свое место. Вот эта печка во времянке, можно сказать, у Макса была тренировочной. То есть он с нее начинал, пробовал класть печи. Она совсем небольшая, она непритязательная, она сделана по простому проекту, но для первого опыта это тоже достаточно неплохой вариант. Вот здесь примерно, наверное, 200 кирпичей ушло под дом.
Они идут не до потолка, они идут, немного возвышается труба, а потом она переходит просто в асбестовую трубу, которая проходит через потолок и выходит через чердак на крышу. Здесь, как у любой классической печки, есть поддувало, зольник и есть топка. Внутри там тоже есть система колодцев, но поскольку печка довольно простой конструкции, то долго я ей времени уделять не буду. Заслонка получается сзади. Вот так эта печка выглядит с другого ракурса. Вот она небольшая, но ее для отопления времянки вполне хватает. Времянка тут тоже небольшая, представляет из себя мастерскую. Вот у нас получилось столько дров привезли. Короедов сколько? Прям вот в каждом полене их там. О, жалко, на рыбалку сходить нельзя. На рыбалочку. Курочку. Ага. Это валом. На маленькой печке, отапливающей времянку, Макс, можно сказать, стажировался. После нее он сложил уже большую печь в доме, которая не только привлекательна внешне, но и имеет много явных и скрытых хитростей, о которых я и попросил Макса рассказать. Основная конструктивная особенность этой печи, в отличие от большинства, которые применялись до этого раньше в деревнях, это колпаковая конструкция. Горячий воздух, попадая из топки в этот колпак, перекрытый от дымохода перегородкой, он здесь отдает все максимальное тепло, которое приходит из топки. То есть и по мере остывания, вытесняемые уже подачей, то есть горением подачи другого, он, соответственно, охлаждаясь, он опускается ниже уровня перегородки, и уже оттуда он вытекает, соответственно, либо напрямую в трубу, дымоход, либо, как вот в моем случае, в горизонтальные каналы. То есть здесь тоже происходит отдача остаточного тепла. Колпак, скажем, использование колпака, это какой-то демисезонный период, то есть переходный, осень, весна. А использование вот этих двух горизонтальных каналов, это уже в сильные морозы, когда прогрев печи происходит по максимуму. Ну и дальше, соответственно, выход на улицу, дымоход. Система задвижек позволяет открывать либо напрямую из колпака выход в дымоход, либо, если закрыв одну задвижку, пускать горячие газы по более длинному кругу, то есть уже через горизонтальные каналы. Но вот большинство традиционных печек, они чем отличаются? Ну, в основном печи, которые раньше использовались, они были канальные. И зачастую именно каналы у них
вертикальные. В этом есть и плюсы, и минусы. Основной минус – это низкий КПД данной печи. В силу того, что горячий воздух по естеству своему, попадая в вертикальный канал, он стремится наверх, где наверху, вот на этом уровне, скажем, или даже выше, в зависимости от высоты печи, он отдает тепло, потом падает вниз, опять поднимается вверх, опять наверху отдает основное тепло, и только после этого уходит в дымоход. Получалось, что кирпичи нагревались на уровне, ну, груди, головы. То есть, а нижние кирпичи, они не успевали прогреваться. И вот это вот инфракрасное тепло, исходящее в такой, от данной печи, с вертикальными каналами, оно было где-то вот на уровне пояса. В случае с колпаковой печью получается, что горячий воздух, отдавая вот здесь вот тепло, он здесь больше всего нагревает нижние кирпичи. Соответственно, инфракрасное излучение, исходящее от кирпичей, оно тянется вдоль пола. И такой простой пример, что впервые за много лет, за время жизни в Сибири, моя супруга, в старых домах ходившая в валенках, в курточках, в холодные зимние какие-то месяцы, здесь она ходит босиком. То есть пол здесь теплый. Вот на этом расстоянии я уже чувствую тепло от печки, которая... Ну, в зависимости от того, как протопишь, это может быть площадь и гораздо дальше. Тут есть еще особенность топки интересная. Давай посмотрим топку. Ну, да. Данная конструкция данной печи еще интересна системой дожига, вторичного дожига газов горения. В старых конструкциях, в старых печах подача кислорода, подача воздуха шла через поддувало и напрямую через колосники. То есть лежащие дрова на колоснике, они горели в основном в нижней части. Из-под низу как бы. Снизу, да. Шел. И соответственно весь основной кислород сгорал здесь. Вверху уже туда, куда уходило пламя и тепло, уходили продукты горения, дожига не происходило. В данной печи реализована идея вторичного дожига. Во-первых, идет подача кислорода. Вот, если посмотреть, вот здесь вот отверстие сразу перед колосниками, да? Перед колосниками отверстие, которое идет из поддувала, и оно дает дополнительную подачу воздуха при разжигании и дальнейшем при горении. Ну, есть еще один плюс такой, ну, это чисто эстетический, что стекло, которое стоит на дверце печи, оно всегда остается прозрачным. Оно не успевает, оно не коптится, в отличие от тех печек, у которых вот этой подачи нету. Вот этого шва, который отсекает, отверстие, которое отсекает. Отсекает ее от копоти, да, получается? От копоти, от огня. Следующее – это подача кислорода, горячего, разогретого кислорода непосредственно в верхнюю часть пламени. То есть, если посмотреть, то видны вот эти вот отверстия. Вот. Раз, два, с одной стороны и с другой. 3, 4. По каналам, прорезанным внутри кирпичей, получается, воздух поступает в эти отверстия. Воздух через поддувало, он проходит по этим каналам, нагревается, и уже нагретый, горячий, насыщенный кислородом воздух подается в верхнюю часть горения, верхнюю область горения, где происходит основной дожиг газов,
которые возникают при горении дров. Получается, кислород поступает сверху, спереди и снизу. Снизу, да. То есть максимальная подача Хватит. кислорода. В отличие от печей старого образца, Где только снизу. да, где подача кислорода идет только снизу. Она не мной изобретенная. Это есть все в интернете. Все идею я почерпнул оттуда и реализовал в конструкции своей печи. Я взял за основу идею, принцип колпаковой печи, принцип вторичного дожига газов горения. И еще одну, это воздушно-тепловую обогрев дома. В свое время, когда я собирался делать отопление дома, у меня был серьезная такая дилемма стояла. Какое-то отопление дома либо воздушное, либо водяное. Контур, да? Водяной контур. Сначала водяной контур, то есть привычный, всем известный, очень громоздкий, трудоемкий и немного такой вот небюджетный, то есть дорогой. Я, опять же, с подачи интернета, с подачи некоторых ребят, которые уже соприкоснулись с кладкой до печей, я остановился на воздушном обогреве дома. А воздушное обогревание заключается в монтаже металлических труб по ходу кладки печи и выводе их по необходимости либо второй этаж, либо какие-то соседние помещения. То есть это может быть тамбур, это может быть, как у меня вот, ванная комната, либо второй этаж, комнаты второго этажа. То есть, вот, например, вот Как эта труба, она идет. Она идет, да, в нашу комнату. Принцип работы данной конструкции очень прост. Забор воздуха происходит максимально низко к полу. Вот две трубы. Максимально низко к полу идет забор воздуха. В дальнейшем, проходя через тело печи, находясь внутри печи, воздух нагревается. И уже нагретый по данным трубам естественным путем он подается либо в какие-то комнаты, помещения. До 10 метров можно подать горячий воздух. А если использовать какую-то принудительный надув, например, вентиляторы или Туда поставить нагнетающий, да? Допустим? да, кулеры, то и гораздо больше. Опять же, в зависимости от того, какая длина и как сделаны внутри трубы печи, можно добиться максимальной температуры на выходе. Вот эти трубы, вот эти вот две трубы, они самые короткие. Они отсюда зашли, поднялись и выход. То есть использование где-то 1,70 м, 1,80 м длины трубы. Но на выходе это порядка 60 градусов. Температура на выходе вот здесь вот 60 градусов. Вторая труба, точнее третья, она в силу своей конструкции, там несколько колен проходит, у нее на выходе до 70 градусов. Опять же, в зависимости от того, как эффективно топишь печку, какими дровами и как долго. А вот если, допустим, руку подставить, ощущается, что воздух оттуда уходит? Циркуляция, она насколько сильно ощущается? Или Вот давай мы можем это проверить простым дедовским способом. Таким. Я не могу показать, как оно происходит внутри, скажем, на выходе, потому что это сложно. Покажу на входе. Это при том, что печка уже протоплена и что уже все закрыто. Какая тяга создается. Это при том, что печка сейчас уже закрыта. То есть она не греется. Еще один огромный плюс данной системы отопления — это максимальная конвекция воздуха внутри помещений. То есть естественным образом холодный воздух
от пола тянется и попадает, заходит сюда, соответственно, втягивается в трубу, проходит по трубе через тело печи, нагревается до температуры, выходит наверх, где там, отдавая тепло, он опять опускается вниз, вдоль стен получается, опять течет к печке естественным образом и, нагреваясь, также выходит. То есть это такое вот естественная конвекция, очень активная. А в силу того, что у меня с трех сторон идет забор воздуха, это вот здесь, Спереди, сбоку и сзади, да, получается? да, с этого боку и здесь. Соответственно, воздух очень так быстро прогревается, очень быстро холодный воздух, скопившийся, скажем, за ночь у пола, он уходит в трубы и поднимается наверх. Поэтому быстро происходит нагрев помещения. То есть это такая ускоренная подача, как в металлических печах типа термофора. Ну, 3 месяца у тебя ушло. Но это была после той маленькой, ну, которая совсем, получается, другого принципа. Это была твоя первая настоящая печь, которая домашняя, которую ты сделал своими руками. Да. Ну, если то я сложил за 3 дня, то эту за 3 месяца. Ага. Ну вот я еще скажу, я был свидетелем, что вот Макс и Андрей, они вот эти все грани на кирпичах, все это они вручную обтачивали, ну, на станке, но каждый кирпич потребовал обточки, все вот эти грани, все закругления, они все вручную были обточены. Да это так, баловство. Настоящие хомузники такие выдают мелодии. Это немножко метод какой-то восточной медитации. Начинаешь бренькать, и в конце концов идешь и заснул. Интересно, вот хомус со временем стал понимать, что он не какую-то мелодию выдает. С ним сложно изобразить мелодию. Он, скорее всего, какое-то действие или состояние души. Либо можно представить, что ты скачешь на коне и начинаешь движение, да? И переходишь в галоп там, и быстрее, а потом сбавляешь скорость. Раз коня остановил, все, стоять. И куришь, стоишь. Либо просто там на берегу реки течет вода.
А какую-то мелодию я всяко разно пробовал. Там, либо какие-то известные изображать на нем, либо что-то самому придумывать. Нет. Сложно. Были моменты, когда ты хоть немного усомнился или пожалел о своем выборе? Нет, именно то, что усомнился и то, что пожалел, не было. В какие-то моменты возникало острое такое желание, сильное тоски, ностальгии, желание съездить на родину, повстречаться, повидаться с друзьями, с родителями, но вернуться окончательно и опять же жить в Тынде. Прежней жизни нет. Уже не хотелось, Не было да? вообще, Ага. да. Потому что я понимал, что все, я сюда приехал, я нашел свое место на этой земле, именно место на земле. И менять его на что-то другое уже не хотелось. Ну а сейчас ты тоже живешь с таким убеждением, что ты нашел свое место на земле? Я на своем месте, да.